Так, ну все, я покидаю этот хостел. Wake Up Hostel называется. Еду дальше. Вот сейчас немножко здесь переделал. Повесил вперед палатку и гермомешок. Посмотрим, как будет двигаться. Выезжаю из Бишкека. Время 9:50. Пробыл 3 дня в хостеле, потому что все эти дни дождь шел. И я решил переждать. Вот сегодня хорошая погода, плюс 16 градусов. И я выезжаю сейчас за город. И следующая цель — Ташкент. 700 километров. Кстати, хороший хостел в центре города. Очень много иностранцев. Были 2 француза, велосипедиста. Вот, пути уже 3 месяца путешествуют. Хороший хостел, в общем, капсульный. Кто будет в Бишкеке, рекомендую Wake Up Hostel. Как обычно, долго выезжать из города. И сейчас мне нужно доехать до пропускного пункта. Мне нужно опять в Казахстан, потому что трасса проходит по Казахстану и потом уже в Узбекистан. До границы здесь где-то 90 километров. Все, выехал за Бишкек. Тут немножко трафик подрассосался. Бишкек просто сумасшедший город какой-то, реально. Очень некомфортно на велосипеде там передвигаться. Алматы намного лучше. Нифига, там сейчас слева такой еду, смотрю. Горы офигенные. Блин, специально переехал на ту сторону, чтобы поближе рассмотреть. Как собаки налетели, блин. У меня перцовый баллончик есть теперь. Хотел вон туда пройти, пофоткать. Ладно, может там еще место где-нибудь будет дальше. Почему, интересно, собаки так любят на велосипедистов лаять? С чем это связано? Что, их бесит велосипедисты или что? О, сколько здесь баранов пасется. Из Гавриловки выехал. Шопоков теперь начался. Шопоков. Что-то прям какой-то населенный здесь город. Этот Сукулук или как его? Блин. Так хорошо шло. Тут опять что-то пробки. Зеленый. О, Москва район. Ничего себе. Неожиданно. Вон тут всякие овощи продают. Арбузы. Блин. Хотел бананов купить, забыл. Без бананов не очень. Зато у меня есть орешки и сникерс с пепси. Остановился вот на перекус небольшой. Пока что 30. Пока что 29 километров проехал. Потом дальше пообедаю. Вот такие здесь домики. Всякие разные. Есть прям вообще старые. Есть нормальные. Поновее. Но в основном старые такие. На той стороне тоже. А с той стороны все еще тянется горный хребет. Не знаю, на камере не видно, наверное.
Барашки. Ме, ме. О, на коне. Путешествие на коне. А вот на тракторе путешествие. Тракторе. Жай-Эл район. Тут тоже кладбище какое-то мусульманское. Так на фоне гор красиво смотрится. Трафик тоже прям низкий, что не может не радовать. Ну вот начинаются поля. Поля зеленые. Все еще там горы. Да, время здесь как будто застыло. Все вот как было лет 50 назад. Все так же и осталось. А вот там кто, как вы думаете, с протянутой рукой? Конечно же, Владимир Ильич. Владимир Ильич Ленин. Интересно, что это за здание? Мадаянит Ую. Клуб. Клуб какой-то было написано, в общем. Опа, петарды взрывают. В общем, проехал пока 55 километров. Остановился вот. Купил какие-то штуки с мясом. Неохота что-то ничего разогревать, там горелку доставать. Чтобы так по-быстрому перекусить и дальше. Вон, смотрите, индюшки вместе с гусями тусят. О, такой вот всадник. Жай-Эл Балтыр. Я с Алматы. Да. А если колесо проходит, то что? А у меня есть это, запасное, да. Да. Сейчас же погода не та. Да, нормально еще в целом, тепло, да. Нормально. И до куда? Ташкент. Ташкент. Ой, блин. Через перевал? Не, через перевал не рискнул. Через население лучше. Да. Там сейчас холодно, я думаю, сильно. Там холодно, снег. Да. В следующий раз хочу проехать, когда будет теплее. Летом надо. Да. Вот. Запас подшипника туда взял, да? Да, все есть. А вечером где ночевать? А вот папка. Воздушная. А? Накачал. Не, просто там, как она, такие прутья железные ставишь, и все, и раскладывается. Когда выехал в Алмату? 7-го. Я в Бишкеке 3 дня еще жил. Там пока дождь пережидал. Вот. Ладно. Километр показывает, сколько едешь. Да. Просто. Ладно, счастливо. До свидания. Я. В общем, есть одна очень живописная дорога через перевал. Вот я хочу в следующем году поехать. В общем, я еще вернусь в Кыргызстан. Очень красивая дорога. Она еще называется «Дорога жизни». Я про нее смотрел. Поднимаешься на высоту 3600. Вот, и сейчас там уже холодно и снег. Поэтому, думаю, летом, ближе к лету. Есенин, улица. До этого была Пушкина, теперь Есенина. Ну да, через этот перевал, конечно, прям я бы хотел проехать.
Там просто такой кайф. Дорога просто живописнейшая. Очень хотелось бы там побывать. Дорога что-то испортилась. Погода испортилась и дорога испортилась. Технически вообще никакой. Сама дорога ужасная. Ну ничего, в целом так. Все отлично. Шикарно. Шикарно катим. Вон что-то из советского прошлого, что ли. Вознесеновка. Да, здесь реально жизнь как будто остановилась. Все такое. Не жизнь остановилась, а время, точнее, время остановилось. Здесь реально. О. В общем, машины такие старые. Как будто в прошлое попал. Да, шикарные виды, конечно. Горный хребет. Барашки пасутся. Здравствуйте. Тут прям вообще трафик рассосался. Машин очень мало стало. Классно. Так немножко прохладно стало. С гор, видимо, дует холодный ветер. Сейчас до границы уже где-то километров 20, наверное. До границы где-то километров 20, наверное, осталось. Опять буду в Казахстан заезжать. Чем дальше еду, тем все запустеннее как-то. Еще такая погода мрачная. Дорога сегодня целый день прямая, без всяких спусков, подъемов. Так, немного даже неинтересно по ровнику все время ехать. Вот. О, на электрическом велике. Почти доехал до границы, уже осталось 10 километров. Я сейчас остановился немножко отдохнуть в поле здесь. Поле. Вон там у кого-то печка топится. Вот, кладбище. Как вам упокоиться с таким видом? Я тут реально как будто на 100 лет назад переместился. Кони, коровы. Если бы еще машины не ездили, то вообще было бы ничем не отличить. Здравствуйте. А почем вот это? Как? Сколько стоит? 35. Ага. Спасибо. О, храм православный. Приближаюсь к границе. Сейчас буду проходить. Так, ну это мы объезжаем. Это мы объезжаем все дело. Хорошенько. Да, через Бишкек. Через Бишкек, Да. теперь Ташкент. Да. Сам откуда? С Алматы? Сам не с России.
С России. Да. Так, путешествую пока. А? Путешествую просто на велосипеде. Один? Да. Один. Больше не с кем пока что. А. Чё, Больше не с кем. а. Вот. Сейчас по дороге где ночевать будешь ночью? А где-нибудь, не знаю, где будет место, там поставлю палатку. Я в палатке сплю. Сейчас ты пока поедешь, Мерке дойдешь уже темно будет. Ну, как раз там где-нибудь по дороге, может, что-нибудь найду. Там будет что-нибудь? Полянка, что ли? Какой-нибудь лес, там лесочек, да, деревья какие-нибудь. Да, лесополоса же есть по дороге. А, ну, отлично. Раз. В самый раз. Ну, ладно, до свидания. Давай, счастливо, брат. Ну, спасибо. Извините, а вы не знаете, где можно здесь деньги поменять? Где можно деньги поменять здесь, сомы на тенге? Это здесь есть. Здесь не, они там есть. Ну, магазин там надо посмотреть. Там. Мгм. А суммы там А, там? за границей. А, только там. Там много там подряд. А, А здесь никто не хотят, но лучше там желательно. Ну, я уже прошел там, все уже, обратно не пустят. А, ты на велике потом? Да. А что ты хотел? А мне 1000 сомов осталось, думал, поменять. Либо там Ты уже. суммы этот, Сколько это? 5 000, наверное, да? Где-то. Тенге. ну, 5 тысяч, наверное. А. Магазин ты спроси. А я вот сейчас, да, думаю, зайду, спрошу. Где-нибудь. Магазин спроси, может, как все они должны знать. Курс по 5, по-моему. 5 чем-то, по-моему, да? Там 5,2 вроде. Да. Что-то такое. Ну ладно. Сейчас я- Это 5000, по-моему, где-то. Ну да. Там, сейчас пойду спрошу. Это женщина какая, они должны помогать. Просто Да, не то, что даже Здравствуйте. То есть А вы деньги не меняете? У вас что? У меня 1000 сомов осталось просто мне надо. 4000 тенге. 4000 тенге. Что-то маловато, мне кажется. как-то. Ну, здесь так. Да? Здесь так всё. А, ну ладно тогда. Да, потом. Спасибо. Че, нет? Да нет, что как-то мало. А, у нее нет? 4 всего. Снимаете, да? Ну. А? Да я все снимаю. Все подряд. Велик, правильно? Куда едете сейчас? Ташкент. Ташкент? Великом, да? Да, на велике. Здравствуйте. В палатке. Сплю в палатке, да. Не холодно? Ну сколько дней еще? Еще дней 6, наверное, ехать. Ладно, давайте. Эксперимент, да? Да, просто путешествую. По кайфу. Ладно, давайте, счастливо. Давайте, да, счастливо. Да, давайте. Так, ну все. Добро пожаловать в Казахстан. Снова. Деньги поменял. Оставшиеся 1000 сомов. Сейчас надо найти место под палатку. Да, уже заночевать, то пора уже, да. Уже сколько? Проехал 90, наверное, сколько? 97 проехал. Сейчас уже какое-нибудь место найду, да поставлю. Здесь такие вот товарищи на дороге. Еще и коровы. О, посмотрите просто на эту красоту. Там еще закат такой вдалеке. Я сейчас поставлю палатку вот там возле деревьев. И вообще кайф. С таким видом. С обалденным. Так, ну вот, в общем, остался в таком месте. Вот даже водичка бежит. Вот, водичка. Красота. Горы. Сейчас вот здесь поставлю палатку с кайфом. Все, готово. Минуты за 3 поставил, наверное. И сейчас я буду
ужинать. Так, немного ветерок дует, конечно, с гор прохладный, но в целом нормально, сейчас оденусь. Сейчас, кстати, даже можно костер замутить. Смотрю, эти ветки сухие. Сейчас, не знаю, если захочу, костер разведу. Кайф. В общем, решил нормальную еду поесть. Решил рис сварить с тушенкой. У меня там, конечно, ролл там есть, пюре. Но что-то, я думаю, захотелось, в общем, нормальной еды поесть. Пока посмотрим, что у нас здесь за тушенка. Говядина тушеная, оброй. Сделана в Кыргызстане. Вот такое вот здесь месиво. Я думаю, нормально, наверное. Думаю, в Кыргызстане не бывает плохой, наверное, тушенки. Также вот решил тушеночку подогреть. Вот такая вот пушка получилась. Всем приятного. Пипец, сейчас лежу такой, слышу, машина подъехала, остановилась. Что люди выходят, подходят к палатке. Ну, что свистит. Я, в общем, вылажу. Взял уже баллон перцовый. Там, в общем, два казаха. Один мне в лицо светит фонариком. Такой: что здесь делаешь? Я такой: в смысле, а что нельзя? Говорю, просто стою с палаткой. Он такой: что тут делаешь? Что ты тут лазишь такой? Что ты делаешь? Я такой: да ничего, говорю, вот просто на велике приехал, путешествую. Потом уже он такой, типа, у меня здесь фазенда, говорит, я здесь езжу на машине, смотрю, велик стоит. Я ему говорю, я думал, что, может, здесь нельзя или что ставить палатку. Он говорит, да не, говорит, все, ладно, отдыхай, короче. Пипец напугал меня, блин. В общем, такой вот ветер поднялся, прям сильный. Сейчас вышел эти колья, забил. Ну, не знаю, толку от них мало, походу. Палатка прям кренится. Такой вот жесткий ветер. Вообще. Сейчас подумал еще, прикиньте, по такому ветру ехать. И если он реально не стихнет, то это будет